Приветствую, друзья! Насколько помню, за последние пару лет практически каждый релиз компании 7 Гц был не просто успешен, а становился некоторым эталоном, на который равнялись другие китайские производители. Сегодняшний день не исключение. Изготовленные гибридные наушники Sonus из гипоаллергенной смолы имеют крайне любопытный дизайн и чуть ли не лучшую на сегодня связку из комплектующих. По звуку же это реально нечто феерическое. Настолько сочного, детального и одновременно певучего характера в бюджетном сегменте я лично не припомню. О них сегодня и говорим. Собственно, поехали. Пришла модель в небольшой коробке с изображением самих наушников, фотографий их же в разборе и довольно подробным списком из технических характеристик, где стоит отметить частотный диапазон от 10 Гц, чувствительность 109 дБ и импеданс равный 30 Ом ровно. В комплект нам положили инструкцию, недорогой мягкий бокс, запасные сеточки на звуковод и 2 набора силиконовых амбушюр, в том числе, кстати, и мои любимые КБ-07. Кабель, признаться, сначала меня насторожил. Ничего хорошего от полупрозрачной лапши еще не было. Однако здесь и штекер видно, что не из простых, да и сопротивление на каждой из жил составило всего 13 Ома. Отличный кабель, такой можно не менять. Корпус чашечек выполнен из гипоаллергенной смолы с металлической насадкой на внешней части. Из функциональных элементов тут присутствуют 2 отверстия для компенсации и средний по габаритам звуковод. Если, кстати, внимательно присмотреться, то сквозь полупрозрачный корпус виден и динамик, и заявленный нам арматурный излучатель. Смотрится это неплохо, сидит модель удобно, да и со звукоизоляцией здесь все на отлично. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно вальяжный по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,1%, что, насколько я помню, абсолютный рекорд, меньше еще не было. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ составляют классические уже значения, причем без каких-либо возмущений. По АЧХ мы имеем подъем низких частот на 10,5 дБ с пологим таким заходом на середину, чуть менее выраженное выделение области разборчивости, пик имитации ушной раковины и классический уже пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего акцентами на 11,5, 15 и 18 кГц нам возвращают звук в воздух, улучшают протяженность и слегка подчеркивают высокие частоты. В сравнении с Симгут EM6L пики, как видите, довольно сильно смещены, а значит, это не какая-то очередная реализация кривой Хармана. А вот с KZ-Defy у них уже куда больше общего, хотя тоже не один в один. Ну и насадки, если судить по графикам, дают практически одинаковый результат за незначительным допущением на верхнем краю диапазона. В плане подачи же Sonus нам предлагают довольно насыщенное, чуть теплое звучание с приличным разделением инструментов и приятным таким аналоговым характером. Из классики я бы это сравнил с KZ-Defy, когда все переключатели включены. Хотя, даже грубо оценивая, сильно чувствуется, что Knowledge Zenith намного проще. Да, настройка у них схожа, однако на фоне героев обзора KZ-Defy не такие выразительные и сочные, но и они все-таки очень тугие. А это, насколько известно, накладывает свой достаточно серьезный отпечаток на весь звук. Куда интереснее, на мой взгляд, будет сравнить их с новенькими и уже практически хитовыми
Tengzu Fudu. На раскачку они плюс-минус одинаковые по задору, выразительности и передаче той самой эмоциональной составляющей трека, думаю, тоже. И в целом это действительно модели одного уровня и класса, но есть, так сказать, свои нюансы. Так Fudu намного сильнее приближает к нам сцену, в то время как у Sonos она находится на стандартном расстоянии от слушателя, без излишней интимности вокала. Кроме того, в Fudu чувствуется эффект эдакой кристальной прозрачности, что хорошо подчеркивает разделение и прорисовку, но лишает нас однородности и акустически правильного веса у тембров. То есть звук кажется подробнее, но заметно беднее, если брать каждый из инструментов по отдельности. Sonos же строит куда более собранную, равномерную и естественную картину с переключением акцента нашего внимания с низких частот на средние. И правда, басов у Fudu гораздо больше, однако насыщеннее звучат именно Sonos. Как я уже сказал, это действительно очень близкие по духу наушники, но, как говорится, со своими плюсами и минусами. Подытоживая это сравнение, я хочу напомнить, что все указанные особенности – это всего лишь оттенки и нюансы, которые можно услышать на более-менее дорогой аудиотехнике при последовательном переключении наушников в режиме АБ-повтора. То есть сторонний слушатель, кроме количества баса и разрешения, наверное, мало что сможет рассказать. В целом у Sonos хочется отметить действительно прекрасную однородность, и это, заметьте, при наличии балансной арматуры, которую тут никак не подсвечивают и не выпячивают нам в лицо, как делают известные производители, а наоборот слегка сглаживают, тем самым добиваясь примерно такой же массы и мелодики, как на средних частотах. Да, баланс тут слегка смещен в светлую сторону, но это скорее, чтобы усилить атаки на басу и подчеркнуть разрешение на всем остальном диапазоне. То есть все сделано с умом и, как говорится, хорошим знанием дела. Само же звучание здесь оформлено очень близко к аналоговому, со слегка прибранным разрешением, но прекрасной разборчивостью и просто фантастическим погружением в материал. Соглашусь, это не уровень ICA H10S или Queen of Audio Aviation, но как для своей цены это одно из самых эффектных, техничных и при этом сверхэмоциональных решений. Все оттенки и нюансы звучания как на ладони, но при этом нам не пытаются навязать микроконтрасты, оставляя на корректном для прослушивания восприятии цельных образов. Чувствительность у данной модели довольно высокая, так что какого-то серьезного усиления она не требует. Ну и по стилистике, на мой взгляд, без ограничений. Хотя куда лучше она подойдет для разных живых записей, оркестровой и другой академической музыки, рока, преджазованной электроники и всего бесчисленного многообразия вокальных жанров. Для чего-то агрессивного, тяжелого и танцевального они, конечно, тоже годятся, но лично, на мой вкус, в конкретно этих направлениях Fudu справятся лучше. Не кардинально, но есть такое. Разбирая по частотам, здесь в меру текстурный, немного вязкий бас, хорошо прорисованная мелодичная и очень певучая середина и исключительно звучащие высокие частоты, которые тут просто сверхкомфортные, протяженные, с приятной слуху искристостью и естественной добавочной массой. Собственно, как и должны звучать отличные гибриды в данном ценовом сегменте. А следовательно, это действительно новая точка отсчета, на которую смогут оглядываться остальные производители недорогих внутриканальных наушников. Мне модель прямо очень зашла. Итогом гибридные наушники 7 Гц Sonos удобно сидят, стильно выглядят. Кабели насадки в комплекте отличные, да и настроили их по самому высокому стандарту. Все идеально гармонично, сбалансировано и при этом просто фантастически увлекательно.
С приятной слуху аналоговостью, высокой динамикой, прекрасным разделением инструментов и какой-то совершенно сумасшедшей певучестью. В своем сегменте лично для меня это настоящее откровение. Настолько глубокого погружения в материал при цене до $100 я еще не встречал. Минусов же толком и придумать не могу. Да, баса могло быть побольше, но тогда бы это повлияло и на восприятие средних частот, в которых все и так хорошо. Прекрасно сбалансированные наушники тут, друзья, не добавить, не отнять. То, что они делают в своем сегменте, какая-то фантастика. Очень рекомендую и их, и Фуду. Скажу даже больше, эта пара наушников выводит бюджетный звук на совершенно новый уровень качества, который буквально обнуляет все хиты прошлых лет. Если уж что-то брать, то именно из этих двух моделей. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники 7 Гц Sonos. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем, друзья, добра!